То, что вы сейчас увидите, не должно было произойти. Всего за несколько секунд все изменилось. Тэхён внезапно отвернулся. Ни улыбки, ни приветствия, ни объяснения. Атмосфера мгновенно изменилась. И тут камера запечатлела то, чего никто не ожидал, лицо Чингука. Совершенно неподвижное. Совершенно потрясенное. Арми пересматривали этот момент снова и снова, пытаясь понять, что пошло не так. Была ли это просто усталость, недоразумение или что-то гораздо более глубокое, происходящее за кулисами? Тишина между ними казалась громче любых слов. И то, как выглядел Чингук, когда Тэхён убежал, выглядело ненормально. Оставайтесь с нами. Потому что, заметив детали в этом ролике, вы, возможно, никогда больше не будете смотреть на этот момент так же, как раньше. На этом ролик не закончился. После того, как Тэхён исчез за занавесом, камера задержалась на Чингуке на секунду дольше, чем нужно, достаточно долго, чтобы увидеть изменение его дыхания, достаточно долго, чтобы заметить, как напряглась его челюсть, достаточно долго, чтобы миллионы фанатов начали задавать один и тот же вопрос: что случилось? Персонал двигался быстро, почти слишком быстро. Рука потянулась к Чингуку, словно желая направить его куда-то в другое место, но он почти не отреагировал. Его взгляд не следил за толпой. Он был прикован к тому направлению, куда ушел Тэхён, словно прокручивая в голове что-то, чего никто не мог услышать. На сцене все выглядело безупречно. Улыбки вернулись. Свет продолжал мигать. Музыка не прекращалась. Но что-то треснуло под поверхностью. Это был не просто обычный уход. Тэхён не выглядел уставшим. Он не выглядел рассеянным. Он выглядел взволнованным, почти потрясенным. Его шаги не были медленными или задумчивыми. Они были быстрыми, решительными, словно ему срочно нужна была дистанция. Именно эта взволнованность и заставила момент взорваться в сети. Фанаты начали сравнивать ракурсы с разных камер, анализируя разные выражения лиц. На одном снимке видно, как Чингук тяжело сглатывает, прежде чем выдавить из себя легкую улыбку. На другом его глаза на мгновение закрываются, не драматично, не театрально, а как будто он пытается удержать равновесие. Затем все стало серьезнее. Несколько недель ходили слухи, едва заметные изменения во взаимодействии, другая энергия во время публичных выступлений. Ничего очевидного. Ничего громкого. Просто мелочи, более короткий зрительный контакт, более тихий смех, осторожное расстояние между ними, которого раньше не было. Было ли это просто совпадением, или это был момент, когда наконец-то вырвалось наружу что-то невысказанное? Те, кто находился близко к сцене, говорили, что за кулисами царила напряженная атмосфера. Не хаотичная. Не взрывная. Просто тишина, слишком тихая. Такая тишина, которая следует за сложным разговором. Не было официального заявления, не было подтверждения, только этот видеоролик и то, как Чингук, казалось, немного запоздал успокоиться, словно он эмоционально отставал от всех остальных на секунду. Он известен своим профессионализмом, самообладанием, умением сохранять спокойствие даже под давлением. Поэтому, когда это самообладание ослабевает, даже на мгновение люди это замечают. Самым тревожным моментом стало то, когда Чингук наконец ушел. Он не посмотрел на публику. Он не помахал рукой. Он не задержался. Он пошел точно в том же направлении, что и Тэхён. Не торопясь. Не бегая. Но решительно. И на этом кадр обрывается. Некоторые фанаты считают, что ничего страшного не произошло, проблемы с расписанием, усталость, простое недопонимание. Другие же полагают, что это была первая видимая трещина в чем-то гораздо более глубоком. Но есть одна деталь, которую люди не могут перестать пересматривать. Прямо перед тем, как Тэхён отворачивается, на долю секунды он бросает взгляд в сторону. Не на толпу. Не на персонал. На Чингука. Это короткий, почти незаметный момент. Но как только вы его увидите, вы уже не сможете его забыть.
Был ли это сигнал? Предупреждение? Молчаливое извинение? Или это был просто момент, раздутый миллионами зрителей, которые слишком пристально смотрели? Правда в том, что мы не знаем, что говорилось за кулисами. Мы не знаем, что чувствовалось в том тихом коридоре за светом. У нас есть только фрагменты, выражения лиц, момент, язык тела. И иногда фрагменты громче слов. Потому что когда два человека, известные своей нерушимой химией, вдруг оказываются в одной комнате, словно незнакомцы, это не остается незамеченным. Камеры, может быть, и перестали записывать, но что бы ни произошло после того, как опустился занавес, это не исчезло. Пока кто-нибудь не заговорит, этот единственный момент будет продолжать эхом отзываться, воспроизводиться, анализироваться, подвергаться сомнению, как день, когда все казалось другим. Вопрос не только в том, почему Тэхён так поспешил. Настоящий вопрос в том, о чем думал Чингук в ту самую секунду, прежде чем последовать за ним. Коридор за занавесом был тише, чем кто-либо ожидал. Ни криков, ни хаоса. Только слабое эхо шагов, затихающее в уединенном пространстве, куда камерам вход был запрещен. Эта тишина сделала момент более напряженным. Когда происходит что-то драматичное, люди ожидают шума, повышенных голосов, очевидного напряжения. Но здесь все казалось контролируемым, сдержанным, почти слишком осторожным. Чингук шел по тому же коридору, что и Тэхён, но не спешил. Он двигался целенаправленно, словно продумывая каждый шаг. Сотрудники переглядывались, но не вмешивались. Что бы это ни было, это не предназначалось для всеобщего обозрения. И тут разгорелись слухи. Спустя несколько часов, когда Чингук появился снова, что-то едва заметно изменилось. Его улыбка вернулась, но уже не была такой непринужденной. Его тон был спокойным, но размеренным. Он тщательно подбирал слова, стратегически. Тэхён появился отдельно, спокойный, почти нечитаемый. Этот контраст усилил загадку. Если ничего не произошло, почему казалось, что что-то случилось? Эксперты по языку тела в интернете начали анализировать позу, расстояние, зрительный контакт. Они сравнивали это со старыми видеозаписями, полными смеха и инстинктивной близости. Разница не была взрывной. Она была тонкой. А тонкость опасна в мире, который питается неопределенностью. А что, если это был не конфликт? А что, если дело было в чем-то более сложном – росте, давлении, истощении, личных проблемах, которые публика не должна разгадывать? Когда две мировые фигуры находятся под постоянным пристальным вниманием, даже малейшее изменение усиливается. Запоздалая реакция. Незамеченный взгляд. Внезапный уход. В обычных обстоятельствах это осталось бы незамеченным. Однако одна деталь не исчезла. Прямо перед тем, как Чингук исчез в коридоре, он остановился. На мгновение. Едва заметно. Он не обернулся. Он ничего не сказал. Но он замер, словно что-то решая. Эта пауза стала центром повествования. Выбирал ли он следовать за ним? Собирался ли он с мыслями? Или готовился к разговору, который назревал уже несколько недель? Никто ничего не подтвердил. Никаких разъяснений. Никаких опровержений. А иногда молчание говорит громче объяснений. В последующие дни их публичные взаимодействия казались осторожными. Уважительными. Профессиональными. Такая осторожность, которая заставляет задуматься, не были ли перечерчены границы за закрытыми дверями. Однако были проблески, короткие обмены взглядами, полуулыбки, которые противоречили драматическим теориям. Возможно, коридор не был началом конца. Возможно, это была середина чего-то, что нам никогда не суждено было полностью понять. Рост не бывает громким. Понимание не бывает драматичным. Отношения, профессиональные, творческие или глубоко личные, не застывают в одном постоянном состоянии. Видеоролик, потрясший всех, возможно, не был поворотным моментом краха.
Возможно, это был снимок сложного момента под неустанным давлением. На следующем крупном мероприятии они стояли ближе, чем прежде. Не постановочно. Не драматично. Просто на расстоянии вытянутой руки. Во время прямого эфира простой вопрос о командной работе и доверии изменил атмосферу. Тэхён говорил о росте и углублении понимания с течением времени. Чингук добавил, что не каждый момент нужно объяснять немедленно и что некоторые разговоры заслуживают уединения. Это не было защитной реакцией. Это не было загадочно. Но это было значимо. Позже один из членов съемочной группы упомянул, что после внезапного ухода несколько недель назад они попросили несколько минут наедине, прежде чем продолжить работу. Не ссора. Не повышение голоса. Просто пространство. А пространство может означать многое: конфликт, ясность, защиту. Возможно, в тот день спешка была не связана с желанием сломаться. Возможно, она была связана с желанием защититься. Иногда уход из центра внимания – это самое сильное, что могут сделать два человека. Тот коридор, возможно, был не трещиной. Возможно, это было просто техническое обслуживание. Сейчас они другие. Не отдалились. Не отдалились. Просто другие. Более обдуманные. Более внимательные. Возможно, то, что фанаты почувствовали в том первом ролике, было не крахом, а переходом. Во время последнего появления они ушли вместе. Сначала не идеально синхронно, но их темп естественным образом изменился. Без спешки. Без колебаний. Привычно. У коридора до сих пор нет официального объяснения. У спешки нет подтвержденной причины. Но последствия говорят сами за себя. Что бы ни произошло за той закрытой дверью, это не положило конец чему-то. Это изменило это. Настоящий вопрос никогда не заключался в том, произошло ли что-то. Очевидно, что произошло. Настоящий вопрос в том, были ли мы свидетелями конфликта или роста.